Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю зефир, яблочно-ванильный зефир на желатине. По многочисленным просьбам меня очень многие уже давно просят приготовить именно на желатине зефир. Вот сегодня я покажу все тонкости и расскажу все подробно, как я это делаю. Зефир получается вкуснейший. Здесь у меня 200 грамм сахара, 60 миллилитров воды, 150 грамм готового яблочного пюре, 100 грамм яичного белка, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм и пол чайной ложки лимонной кислоты. Здесь у меня 18 грамм желатина и вода, холодная кипяченая вода для желатина. Во-первых, я залью желатин водой согласно инструкции от производителя и оставлю его для набухания. Желатин у меня качественный от фирмы Доктор Оэткер. Желатин свежий, то есть он у вас должен быть настолько свежим, чтобы минимум год оставался до конца срока. То есть срок годности должен быть минимум год. Вот сейчас май 2021 года, чтобы минимум до мая 2022 года он у вас был срок годности этого желатина. 10 столовых ложек холодной кипяченой воды я залила туда. Сейчас размешиваю и оставляю его просто для набухания. 60 мл воды я заливаю в сахар, чтобы просто закрыть сахар водой. Здесь она не должна плавать у вас вода. И добавляю туда все яблочное пюре. Пюре у меня покупное, вы можете брать домашнее. Я никогда не делаю его домашним, потому что у нас в Германии продается очень много яблочного пюре, очень качественного и стоит буквально копейки. Поэтому очень жалко свое время, чтобы готовить еще яблочное пюре, имея такой огромный выбор за такую дешевую цену. Все это я хорошо размешиваю и иду уже на плиту. И сейчас буду показывать, что я буду делать дальше. Сироп я ставлю на полный огонь, и он у меня начинает доходить до кипения. Посуда вся, где будут взбиваться белки, должна быть полностью обезжиренная и очень чистая. 100 грамм белка я туда вливаю в дежу миксера. Белки от желтков, конечно же, очень хорошо разделяем. Здесь у меня 100 грамм белка, это белки примерно от 3 средних яиц. Вот кто постоянно меня спрашивает, вот это примерно 3 средних яйца. Добавляю пол чайной ложки лимонной кислоты. Смысловую нагрузку она здесь особую не несет там во взбивании и так далее. И ванильный сахар туда добавляю. Она мне здесь нужна просто для кислинки. В сам сироп лимонную кислоту я здесь не добавляю. И вы можете ее вообще не добавлять, но без нее будет приторно и невкусно. Вы можете ее добавить меньше, но вот это количество оптимальное, будет приятный яблочный зефир на вкус. Вот смотрите, очень важный момент. Сироп начинает закипать, но он еще не кипит. Это еще пока что только 95 градусов. Он кипит только с одной стороны. Это очень обманчивый момент здесь. Он должен полностью у нас весь покрыться такой пеной белой. И тогда уже начнется процесс кипения. Прошло еще 2 минуты, и вот смотрите, сейчас специально для вас меряю градусником 100 градусов. Вот теперь началось нормальное кипение сиропа. И от этого момента и до введения сиропа в белки я отсчитываю ровно 6 минут. У кого нету градусника. Прошло у меня 3 минуты, сироп достиг 102 градусов Цельсия. 3 минуты, вот так долго он у меня кипел. Может быть, у вас 2 он пройдет. И я только тогда начинаю взбивать белки. Сейчас я жду, когда у меня сироп достигнет 110 градусов Цельсия. Появилась отметка 110 градусов Цельсия, прошло ровно 6 минут. Сироп готов, и я начинаю его с края тонкой струйкой вливать в белки. То есть от момента первого признака закипания до готовности сиропа прошло ровно 8 минут. От активного кипения сиропа прошло 6 минут. Это для тех, у кого нету градусник. То есть сироп, у кого есть градусник, кондитерский термометр, должен достичь в данном рецепте 110 градусов Цельсия. Выливаем туда аккуратно весь сироп в белки. Миксер у меня 700 Вт, взбивает на полной мощности. Всю массу, видите, я ввела. У вас сироп не должен пахнуть карамелизированным яблоком. Значит, вы его пережгли. И вот на это тоже нужно обращать внимание. Теперь я ввожу туда распущенный желатин. Прошла ровно минута после введения сиропа. Желатин вводим
тонкой струйкой, также с края. И желатин вы можете распустить в микроволновке, как я это сделала, также на водяной бане. И теперь после введения желатина взбиваем до окончательного результата еще 7 минут. Это в моем миксере 700 Вт. Вот смотрите, здесь я сейчас провзбивала 5 минут. Сейчас я вам покажу, что будет после 5 минут. Видите, масса стекает с венчика. Еще недостаточно взбита. Еще буду взбивать 3 минуты. 700 Вт. Миксер. Вы также можете взбивать это ручным миксером. Это уже тоже проверено на моем опыте. И тоже все прекрасно получается. Может быть, на пару минут подольше. И, пожалуйста, отнеситесь с вниманием именно к взбиванию. Видите, начинают легкие пустоты образовываться по бокам. Дижи-миксер, вот это первый признак, что масса уже практически готова. И сейчас, когда вокруг венчика у нас будет такой как бы уже шарик образовываться, такой шар из крема, вот из этой массы, видите, он наматывается очень хорошо, этот зефир, уже на венчик, вот тогда уже масса у нас готова. И масса практически уже комнатной температуры. Видите, уже ничего не стекает, уже прекрасно держит форму, но еще не затвердел так вот он до такого уже неподвижного состояния. Вот это у нас готово. Ровно 8 минут прошло с момента введения сиропа. Взбивать желатин нужно хорошо, нужно отнестись к этому со вниманием. Теперь переходим на стол и начинаем отсаживать сразу же зефир, сразу. Здесь у меня 2 силиконовых коврика. Я их покрываю вот так кисточкой силиконовой, просто холодной кипяченой водой. Полностью покрываю. И это сделать очень важно, иначе зефирки у вас будут безобразные и будут прилипать. Здесь у меня насадка 336, насадка очень хорошая для зефира. Из нее получаются хорошие зефирки, сразу где-то по 5 сантиметров. Такие прекрасные, качественные зефирки. Здесь вы можете любую насадку, можете просто из мешка, из целлофанового отсаживать. Вот смотрите, как выглядит масса. Масса очень воздушная. Она имеет явный вкус зефира. То есть это ни в коем случае не маршмеллоу на вкус. Она, конечно, напоминает чем-то маршмеллоу где-то вот по бокам. Очень-очень легкий, воздушный и вкусный. Сейчас я его оставляю на 2,5 часа. Может быть, в вашем климате потребуется целая ночь. У меня прошло ровно 2,5 часа при открытых форточках. Вот так вот он сейчас слегка буквально подлипает, когда я до него дотрагиваюсь. Вы смотрите по своему климату, но желатиновая масса должна быть очень хорошо взбита. Я вам все это объяснила и подробно рассказала, как это должно быть. Здесь я беру не тающую пудру или кондитерский снег. Вы можете также сахарную пудру с крахмалом смешать. Сейчас я его обсыпала из сита. Прошло 2,5 часа. И также я сейчас вот так вот стряхиваю на одну сторону, чтобы именно боковины у него все просыпались сахарной пудрой. Вы можете просто сахарной пудрой его посыпать. И с обеих сторон его вот так вот именно как бы просеиваю на него эту пудру. Теперь начинаю соединять. Смотрите, по 5 сантиметров каждая зефирка, в среднем 5-5,5 сантиметров. То есть у нас получилось, по сути, 18 целиковых зефирок. 36 половинок, у меня здесь 37, и 18 целиковых зефирок. Зефир очень хорошо отстает, благодаря тому, что мы смачивали силиконовые коврики. Очень хорошо от поверхности, идеально ровно отстает. И начинаю сразу соединять эти зефирки. Я не советую это делать на пергаменте, там, на каких-то еще поверхностях. Лучше всего, конечно, на силиконовом коврике работать именно с желатином. Убираем им всем пары и быстренько их соединяем. И, в принципе, они уже готовы к употреблению. Чем дольше они у вас будут лежать, тем просто корочкой будет покрываться вот эта вот верхняя поверхность.
И очень-очень удобно, и из очень простых продуктов он делается. Если вот для своей семьи вы хотите всех порадовать, у кого нет агар-агара, потому что желатин – это не агар, это совсем другой материал, он общедоступный, он продается во всех магазинах, но советую вам брать очень качественный желатин. На агаре у меня несколько рецептов уже есть на канале. Есть даже на моем канале зефир без яиц, постный, веганский. Все это проходите на плейлист зефир и смотрите. Видите, вот такой он воздушный, вот так он прыгает. Очень легкий, он не липнет абсолютно ни к поверхности, ни к рукам, если он у вас приготовлен правильно. Вот такой он на разрезе. Сейчас разрежу при вас одну зефирку, чтобы вы посмотрели. И все это делаю я после 2,5 часов отсаживания зефира. Видите? Вот так вот он выглядит на разрезе. Конечно же, это не зефир на агаре, но он очень его напоминает. Я бы сказала, что он даже более нежный, чем на агаре зефир. И вот такой результат у нас превосходный получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.